Так, ждем, пока сейчас девчонки все подтянутся, девчонки, мальчишки. Наладим сейчас эфир нам. Так, отлично, да? Кому-то уже понравилось. Всем привет, да? Все ждем. Пока давайте тебя проявим. Здесь будет есть? Нет. Не видно. Не видно. Можно посмотреть. Вот он. Угу. Здесь должны писать. Все это не надо очки. Угу. Что здесь у нас реклама? Так, всем привет. Там настроили мы с вами вид канала. Как тебе видно будет? Угу. Так. Если вы помните, я в видео где-то записывала боб, который вам очень всем понравился. Поэтому я решила его вам показать. Моя модель уже, видите, сидит. Мы покрасились. Если кому-то будет интересен цвет, конечно же, я вам расскажу. Вы задавайте вопросы, и вы будете красить точно так же. Вот я вам показываю модель. Вы только обязательно задавайте вопросы, пишите, видно, слышно меня, потому что вчерашний эфир, мне сказали, было тихо, то есть плохо было слышно. Мы с вами сейчас приступим к нашему бобу. У нас достаточно коротенький боб будет. Затылок мы с вами откроем. Делим на зоны, как всегда. Так, вам видно нормально? Пониже может быть сделать. Вот так. Так получше, да? Делим сначала здесь. Ничего нет. Да? Почему-то чата нет. Нет, чат есть, да, по крайней мере, здоровую. А он же не идет тормозит. Тормозит. Немножко у нас не смотреть за чатом. Да. Так. Что-то там написано уже. Здравствуйте, добрый вечер. Все, всем привет. Правильно, молодцы. Здоровайтесь со мной. Значит, делим с вами на зоны. Буду. Видите, модель напоминает, чтобы я ее одела. Не забывайте. Я вас буду двигать поближе, поэтому все будет хорошо видно. Пока сейчас не интересно, мы просто одеваем нашу модель. Модель сидит низко, поэтому вы себе регулируете стул, делайте так, чтобы вам было удобно стричь. Делим на наши рабочие проборы. Сейчас пока нет. Как всегда, на центральной и горизонтальной. Так, значит, обратите внимание на что? На нашу с вами первую линию, с которой мы с вами начнем стричь. Сейчас я вам покажу, я повернула модель для того, чтобы вам было удобно видеть. Так, меня, кстати, нормально слышно или опять тихо? Вы мне напишите, потому что я тогда просто буду говорить громче. Так, значит, смотрите сюда, давайте я вам сейчас вас приближу. Так, вот смотрите.
как мы с вами определяем нашу стрижку и нашу первую рабочую линию. Вы помните, что мы с вами работаем, и вот даже здесь видно в мокром виде, что линия у меня идет, видите, по диагонали. Почему по диагонали? Потому что у меня более длинный височек. Я не укорачиваю сильно виски. У меня, видите, идет продолжение линии. Поэтому вы определяете, на какую длину вы хотите отрезать, то есть какую хотите длину оставить у лица. От этого и будет наш с вами первый рабочий пробор. Так, делим мы с вами здесь посередине. Я вам показываю. Давайте чуть отодвинемся. И начинаем работать. Вот наша первая с вами зона, первый блок, который мы будем простригать. Начинаем работать всегда с центра. Почему-то здесь не идет. Не идет ничего. И перестал чат работать. Что написано? Ничего? Ну что, только добрый вечер, и все. Это было 5 минут или 10. Так, девчонки, все видно или нет, как мне узнать? У нас почему-то на ноутбуке ничего не показывает. Пошло, все. Да, все, у нас все работает, давайте поехали. Значит, мы с вами делим по центру. Здесь вы можете волосы просто отодвинуть, если вы как бы хорошо умеете работать, за ушки положить. Если вам мешают волосы, сейчас я вам покажу, что вы делаете. Вы тогда просто зажимом убираете лишнее. Вот так. Поэтому смотрите, как вам удобно. Работать мы начинаем с вами по центру. Отделяем прядь. Так, у нас здесь... Да, все, спасибо, продолжаем. Слышно меня хорошо, да? Так, видно, что я тут делаю? Мы с вами взяли, первая наша линия. И сразу же ее начинаем с вами вести под 45. То есть, видите, я взяла по центру прядь. И у меня с вами наклон пальчиков идет 45. Теперь мы с вами ее отрезаем. Так, отрезали. У меня получилась вот такая вот серединка. Это и есть моя контрольная прядь. Дальше я перехожу на диагональку. На диагональный пробор показываю вам. Вот у меня диагональный проборчик. Здесь я тоже перешла, как вы видите. Поднимаю. Меня видно, Катя? Или загораживаю руками? Тут немножко опоздание дается. Да, да. Видно, да? У меня есть контрольная прядь, и я иду дальше в длину. Отрезаем. Следующую линию берем. И так мы переходим с вами до конца. И мы с вами двигаемся, но, как видите, я не сильно двигаюсь. У меня стоит здесь длина. И наши зоны, которые идут влево и вправо, я буду подтягивать уже к центру. То есть у меня идет небольшое удлинение здесь, потому что у меня короткие ушки. Если бы у меня были длинные ушки, я бы, естественно, эту зону всю подтягивала к центральному пробору. Здесь нет. Здесь у меня две пряди, одна, вторая, идут как бы переходящие, то есть метод у нас как будто мы с вами идем на равномерную стрижку, то есть прядь контрольная переходящая. И дальше уже вот эти зоны мы с вами будем подтягивать. Подтянула. Последнюю прядь показываю. Тоже подтянула.
для чего у меня стоит здесь пробор. То есть у меня с вами линия среза должна соответствовать линии рабочего пробора. Здесь внизу у меня еще пока, как вы видите, длинные волосы. Я это буду дорабатывать чуть позже. Вот первая линия у нас с вами получилась, она видна. Переходим и также все повторяем зеркально. У нас с вами был по горизонтали, вернее по вертикали первый пробор. Дальше мы с вами переходим на диагональ. Вторая у нас с вами еще пока переходящая контрольная. У нас только с вами есть основная вот эта линия, наша контрольная точка, которая у нас длину определяет. И дальше уже мы с вами, опять же, по диагональке переходим и начинаем все подтягивать уже к нашей контрольной линии, которую мы с вами задали. Так, видно меня? Отрезаем. Не забывайте, что у нас с вами соответствует линия. Так, сделали. Мы когда с вами простригли лево-право, обязательно с вами длину проверяем. Смотрите, здесь у меня есть линия уже, я могу приподнять ее на пальчик и могу немножко доработать, посмотреть. Видите, она у меня вся здесь ровная, но вы можете ее доработать для того, чтобы у вас все было красиво. Дорабатываем. И сейчас мы с вами переходим уже к нижней зоне. Методом тушевочки мы с вами вводим плавно в стрижку. Значит, смотрите, как делается главный метод тушевки. У меня есть средний палец, и этот палец дает мне такой маневр. Я могу двигать расческу. И, соответственно, с помощью этого пальца я отодвигаю и вывожу в линию. Мне надо вывести уже в заданную мной контрольную линию. Поэтому поехали дальше. Я отодвигаю, видите, у меня идет как бы дуга. То есть я сразу ухожу в длину. Вот посмотрите. Здесь у нас с вами линия идет на удлинение, как бы такой подковой. Поэтому вы расческу поворачиваете и делаете по линии. Выводите в линию. Здесь мы с вами также продолжаем. Переходим на другую сторону. Вы не забывайте, что все равно мы будем дорабатывать обязательно на сухую. Сейчас мы с вами убираем просто лишние волосы, чтобы они вас не раздражали, вы к ним не возвращались. Но сухую все равно будем обязательно дорабатывать. Вот я ввожу, видите, мой палец работает. Я подвела уже к своей контрольной линии. Как вам понять, хорошо ли вы сделали, либо плохо, торчат, либо не торчат? Вы поворачиваете и смотрите на свою линию сбоку. То есть мы с вами с профиля смотрим, красиво ли вы ввели. Нигде ничего не должно торчать, все должно очень мягко переходить. Линии должны у нас быть просто идеальны. Подходите, смотрите с этой стороны. Дорабатывайте, если где-то что-то лишнее. Рука у меня не дрожит, я работаю пальцем. Упор у меня палец. Вот такая вот у нас красивая получилась линия заточенная. Дальше также проборами делим. Рабочими проборами. Следующую блок, следующую прядь.
Как я вам говорю, вы можете закалывать, можете не закалывать, как вам удобно. Так, отделили следующий блок. Только вы обязательно старайтесь ровно. Мне потому что не очень видно. Стараюсь, чтобы вы видели. Не стою по центру. Вы всегда стойте за клиентом, да, то есть вы стоите четко посередине. Так, видно за мной будет? Нет? Стоите четко посередине и начинаете тогда уже работать. Берем прядь. По центру опять я ее взяла, как видите. Центр видно? Так. И, значит, смотрите дальше, поворачиваю. Мы с вами создали уже линию. Вот она пошла, да, наша стрижка. Вы должны продолжить линию. Поставили пальчики на свою линию. И продолжаем стрижку. Следующая прядь у нас с вами переходит в диагональ. Показываю вам диагональ. Здесь делю пополам, потому что вы помните, у меня вторая прядь тоже переходящая контрольная. Поделила в диагональ, вот она. Взяла в ручку, переходящая контрольная. Смотрите, у меня теперь появилось уже две контрольные точки. Одна точка контрольная и вторая точка. Я их соединяю. Натяжение у меня 90 в голове. Отрезала. Вот у нас получилась срезанная прядь. Дальше уже переходим снова в диагональ. Следующее отделяем свою рабочую зону. Делим пополам. И уже подтягиваем с вами. Потому что если мы будем стоять, как бы будет толстая, вы можете взять ее и к ней подтягивать. То есть смотрите, как у вас. Если вы хотите потолще, пожалуйста, можете потолще, не передвигаясь. Вот смотрите, значит, еще раз покажу. Вот у нас контрольная перешла. Она здесь теперь. Я беру следующую диагональ и подтягиваю к своей контрольной. Натягиваю и ввожу ее до конца в свою заданную линию. Следующая у меня идет прядь, подтягиваю обратно к своей контрольной линии, которую я уже задала. У нас, видите, началось легкое удлинение. Длина увеличивается. Еще раз покажу, здесь коротко, здесь уже идет удлинение. Все это у нас видно. Вот. Так. Простригаем зеркально. Также у нас с вами идет прядь. Мы с вами соединяем. Работаем в диагонали. Вы можете таким вот образом, натянув, проверить себя, как вы ровненько подстригли. Помните, проверяем. У нас серединка должна совпасть. Так, сейчас я вам поведу, чтобы вам видно было. Вот она, наша серединка, была вторая прядь. Дальше уже я к нашей второй пряди подтягиваю. Делите диагональкой и подтягиваем. Угу. И дальше подтягиваем последнюю нашу прядь. Вот у нас с вами пошло опять удлинение. Обязательно проверяйте. Дочистить я до конца, видите, не довела, мне приходится изгибаться, чтобы вы видели. Проверяйте длину обязательно. Берете из одной и той же зоны и проверяете длину. Так, там ничего там. Все тихо. Все тихо, хорошо. Переходим к следующему блоку. Все написать, что все нормально, по-моему. Что мы поняли, идет чат,
Меня слышно хорошо? Скажите, девчонки. Так, опять же, переходим к центру. Прядь, вот она по центру. Эти убираем в сторону. Центральная прядь. Взяли, натянули. Сейчас я вам разверну, покажу. Видите, я натянула. У меня ровно идет перпендикулярно голове. Поставила я свои пальчики. Вот она моя линия. Видите, вот она линия, которую мы должны с вами продолжить. Видно ее? Уехала я, сейчас извините. Вот она наша линия, которую мы с вами должны продолжить. Ставим пальчики вдоль этой линии и продолжаем стрижку. Первую постригли, отделяем уже по диагонали вторую. У нас переходящая контрольная прядь вторая. Перешли. Натяжение 90. Контрольная точка, соединяю точки. Линия моя такая вот уже объемная получается, как видите. Дальше следующую отделяем. И помните, я уже все подтягиваю к нашей ко второй контрольной линии, которую у нас с вами перешла. И продолжаем стрижку. Зеркалим. Видно? Проверяем обязательно. Что-то там девчонки написали. Есть, сейчас, секунду. Выглядите, значит, все идет. Да, привет. Привет, кто к нам присоединился. Так, значит, делаем проверку простриженной только что пряди. Вы видите, линии сошлись, и мы с вами просто по краешку идем. Заодно мы с вами облегчаем. Метод как называется? Скажите мне, каким методом я прорабатываю. И обязательно проверяем с вами длину. Берем из одной и той же зоны, если вы помните, проверяем длину. Так. Здесь, мне кажется, надо доработать. Если вы немножко укоротили, не забывайте, что опять же мы прорабатываем линию так же, как у нас и получилось слева. Обязательно зеркальте. Вот я вам показываю, какой у нас уже затылок красивый. Вот объемный получается. У нас прям конкретный бок. Вот здесь наша уже последняя прядь, которая затылочная. Ее постригаем, естественно, также вводим в стрижку. Вот она, я вам покажу, что она длинная, да? Сейчас мы ее с вами будем отрезать. Также по центру встаем, делим центральную прядь, ставим руки наши на линию, которую мы уже создали. Натяжение у нас нормальное, да, то есть мы, естественно, не отрываем волосы, но держим плотно. И все, поехали стричь. Дальше опять пришли на диагональку, разделили прядь нашу центральную, то есть контрольная наша перешла, натяжение у нас и две точки, которые вы должны соединить. Их видно. Натяжение, точка, точка. Мы с вами должны соединить. И здесь уже все подтягиваем ко второй контрольной. Также зеркалим.
И проверяем обязательно. Натягиваем, смотрим длину, хорошо ли все. Переходим уже работать с висками, будем с вами, переходим на височную зону. Так, хорошо видно, прекрасно. И мы с вами продолжаем работать. Значит, вот смотрите, волос у меня уже, как видите, подсох. Соответственно, нам надо с вами намочить. Мы не работаем с сухими волосами. С сухими мы с вами только дорабатываем. Форму создаем на мокрые. У нас с вами задана линия, если вы видите линию. Мы с вами теперь должны продолжить нашу линию к лицу. Вот она, линия моя задана, и я продолжаю. Вот она моя линия, видите ее. Работаем мы с вами лучше всего лево-право. Лево-право, лево-право. Для того, чтобы вы всегда могли проверить длину. Угу. Так. И дальше продолжаем нашу линию. Видите, я ее ввожу. Когда вы ее простригли, не забудьте проверить, как я вам говорю, лево-право. Мне не очень удобно, надо вам затянуть. Так видно, что я закрыла, поверну чуть-чуть. Вот так, наверное, будет видно. Мы с вами дочищаем здесь линию, чтобы вам все-таки было удобно. Вставайте перед клиентом так, чтобы все-таки у вас не было сильного изгиба спины. Проверяем длину, натягивайте к лицу, смотрите. Так, здесь у нас все хорошо. Но это еще не все. Проверяйте еще с затылка. То есть берите надушками, мы же с вами стригли. И у нас должно быть также здесь симметрично наша длина. Давайте я вам покажу. Длина, видите, она идет симметрично, лево-право. Обязательно проверяйте. И переходите уже дальше. Следующая зона. Распрягаем следующую зону. Так, за мной не видно, да? Давайте поверну. Следующий блок вы тянете не вниз, потому что у меня градуированная стрижка. Если вы будете тянуть вниз, у вас достаточно тяжелые будут ушки. Будет как будто массивная стрижка. Мы с вами должны натянуть к затылку, как мы стригли с вами затылочную зону.
За счет этого волосы у вас будут рассыпаться в градуировке. То есть это у нас с вами, да, идет уже какой метод? Никто мне не отвечает на вопросы. Это уже идет метод каскадной стрижки, да? Но мы таким образом как бы продлеваем линию, которую мы задали. Если вы посмотрите, вот она моя линия, которую мы с вами задали на затылке, и она у меня идет под 45 градусов. Линия у меня, видите, рассыпается. Также подтягиваем противоположную сторону. Растригаем, встригаем нашу уже заданную линию. После того, как простригли, опять проверяем. Зону с лица подтягиваем всю назад. Вот у меня такой хвостик, видите, получается. Я обязательно ввожу его в стрижку. Вот видите, хвостик виден? Угу. И простригаем. Значит, у меня, не забудьте, натяжение идет также как ровно пращурка, то есть натяжение параллельно полу идет. Немножко теперь отпускайте вниз и вводите нашу уже теменную и зону лица, то есть челочную зону. Натягиваете в бок для того, чтобы проверку сделать и ввести в наш висок. Если вы не проверите и не ведете, у вас просто вот эта зона будет длиннее. Вам это не надо. Также проверяем и вводим наш правый висок в стрижку. Видите, у меня практически здесь идеально сошелся. Но все равно обязательно проверяйте. На авось не работаем. Все проверяем, все линии. Теперь дальше уже переходим к оформлению челки. Значит, смотрите, если ваша клиентка носит короткую челку, вы, естественно, задаете короткую. Моя модель, она не носит короткую челку, поэтому мы оставляем челку, мы только освежаем ее, убираем на длину ту, которая выросла, то есть то, что мешает. Поэтому у вас линия может быть и дугой, тогда вы все опрятно, как я сейчас буду делать, подводите уже к заданной вами челке. Натягиваете и стрижем как челку. Задаете форму ту, которую вам надо. Не забывайте, что вводим в наши уже височные заданные точки в длину. Так как у нас все-таки каре, у нас есть ушки. Вводите к ушкам. Проверяйте обязательно длину. Подтягивайте попрядно все, насколько хватает длины. У нас с вами стрижка симметричная в данном случае. Если у вас девушка носит пробор косую челку, конечно же, вы будете оформлять от пробора и косой челки. Если у вас девушка перекидывает волосы, значит, соответственно, вы все делаете по центру, то есть стрижка у вас симметричная.
Вот, у меня здесь больше ничего нет, но на всякий случай проверяется. После этого мы сейчас с вами приступим уже к укладке, либо к сушке. Опять же, все зависит от пожеланий клиента. Так, значит, следующий момент еще. Мы с вами можем проверить еще в другой плоскости немножко. Натягиваете волосы от лица и посмотрите здесь линию, чтобы здесь тоже было все чистенько. Так, как мне вам показать? Так. Наша линия должна быть чистенькая, да, дорабатывайте ее. Также с этой стороны сделать. Дорабатываем. И можете еще проверить себя, пропустили вы где-нибудь, либо нет. Поднимаем наши волосы. Так, сейчас чуть-чуть я вас подвину, чтобы вы видели. Так, смотрите. Поднимаем наши волосы и смотрим здесь. Видите, все здесь очень красиво, аккуратно. Если у вас что-то есть, вы, естественно, просто срежете. В таком виде видно, да, какая идет у нас с вами линия. Все, мы с вами приступаем к сушке. Обязательно попросите клиента закрыть глаза, чтобы волосы, которые простыженные, лежат на пеньюаре, просто сдуть. Иначе попадет, потом не вытащите. Вот она у меня молодец, она все знает, она закроет. Аккуратно сдуваете на маленькой скорости. Либо отстегиваете пеньюар и потом заново его одеваете. Все, сейчас я тогда сушу, пока я молчу. Если какие-то вопросы, вы пишите, потому что сейчас я включу и меня не будет слышно. Задержка большая идет. Я там еще стригу, а здесь я уже не хочу. Сушим мы с вами. Так, сушим мы с вами. Видите, у нас есть с вами кнопка. Это у нас мощность идет, вот эта вот мощность маленькая, мощность большая, то есть 1, 2, да. Здесь идет теплый воздух и горячий воздух. Вот мы сушим с вами на теплом воздухе, а укладываем уже на горячем. Только не забывайте, не надо обжигать своего клиента, поэтому аккуратно мы с вами направляем фен, чтобы все это было вскользь. Ну что там? Есть что-нибудь? Ну там ничего интересного нет. Здоровается. Хорошо. Все, теперь дальше продолжаем. Сейчас уже пониже чуть-чуть опустить. Опускайте пониже, чтобы вам уже удобно было.
прорабатываю. Так, мы с вами посушили. Так, вам через зеркало тоже там должно быть видно. Сейчас мы с вами, ну вот у нас уже достаточно красивый получился. Видите, нам тут дорабатывать сильно не придется. Но доработать нам надо. Вот обратите внимание, видите, у нас вот эта зона хорошо приподнимается. А вот здесь не очень. Но так как мы с вами делали удлинение, видите, у нас же удлинение пошло. Вот здесь получается достаточно плотненько, то есть много волос. На мой взгляд, эти зоны надо прорабатывать. И плюс надо будет почистить нам шейку. Сейчас я вам покажу. Так. Здесь вот я, как вам говорила, вот здесь плотненько. Мы с вами поднимаем и прорабатываем. Не забывайте, что у нас линия идет с вами по диагонали, поэтому обязательно мы с вами вводим эту стрижку по диагонали. Дорабатывайте, что еще сбоку у вас, вы смотрели, когда у вас была идеально красивая линия затылочная, нижняя затылочная. Видите, если я причесала, у меня достаточно тяжелая получается здесь линия. Поэтому поднимаете методом поинтинг. Мы с вами облегчаем эту нашу линию. Чтобы зона была все-таки легкая за ушком. Подходим, естественно, с другой стороны, делаем то же самое. Так, не видно, да, ничего, что я делаю, закрываю вам. Так,
Поставь, Катюш, ровно. Посмотрим на нее. Так, обязательно смотрите, не забывайте сбоку. Красиво у вас идет профиль, либо нет. У меня здесь профиль все красиво, но сейчас еще дальше будем дорабатывать. Берем с вами окантовочную машинку. И здесь у меня пушистая шея. Значит, смотрите, не забывайте, что это женская стрижка, поэтому выбривать я бы не стала. Я буду оставлять мягкий такой вот вариант. Я включаю машинку, и вы ставите расческу и ведете против шерстки. Если волосы растут у вас сюда, значит, соответственно, вы вставляете и ведете против роста волос. И подчищаем с вами аккуратно на расческе. Вы помните, что у нас расческа имеет толщину, поэтому здесь, как правило, у меня там 1 миллиметр. Поэтому у меня плавно подчищается шейка и не выбривается в ноль. Могу задать вопрос, почему? Что почему? Не нужно в ноль выбривать. А ты же не мужчина, у тебя, на мой взгляд, должно быть мягко. Но пушковый волос мы с вами будем вычищать в ноль. Пушковый, Понятно. а саму стрижку нет. Потому что, видите, рост волос идет тоже треугольничками, да, буковкой М. Не хотелось бы, чтобы был затылок, как у мужчины. Я хочу, чтобы он был мягкий и обрастал также мягко. Он что? А вот уже пушок, который вокруг, мы, конечно же, с вами убираем. И обязательно смотрите сбоку, чтобы нигде волосы не остались лишние. На свет, просвет смотрите. Я могу вам повернуть, если вам видно хорошо, я могу чуть-чуть приблизить. Вот, пожалуйста. И смотрите, какая у нас с вами очень красивая получилась шейка. Вот поворачиваю. Все, здесь мы плавно свели. Вот. Надеюсь, вам понравился этот затылок. И сейчас мы с вами уже будем дорабатывать дальше эту зону. Вот смотрите, у нас с вами все-таки достаточно тяжелая линия, мы с вами стригли, да, поэтому здесь нам обязательно надо тоже проработать, чтобы все было легко. Подходите, с вами берем волосы. Вы должны еще ввести это все с ушка. Вот наша линия, которую мы с вами на виске стригли. Натягиваете, все у нас в руке должно быть ровно. Нигде никаких кудряшек, видите, идеально ровная линия. И облегчаем. Я не срезаю длину, я только облегчаю эту зону. Прорабатываю.
И сушка, естественно, подтягиваем здесь, подтягиваем в сторону затылка и также облегчаем. Так, не видно, да? Вот так видно? Так видно. Вы проработали здесь. Вот здесь не проработали. Значит, соответственно, вы либо поднимаете на расческу и прорабатываете, опять же, методом pointing, да, но так как я могу, так как у меня затылок короткий, могу использовать филировочные ножницы. Это единственные стрижки, где у нас такая плавная тушевка, в которых я могу работать филировочными ножницами. На женских стрижках филировочные ножницы я не использую никогда, вообще никогда. Берем наши филировочные ножницы и мягко прорабатываем только по кончикам. То есть нам надо всего лишь размыть линию. Глубоко мы филировку не делаем, мы просто смягчаем. А соответственно я делаю, сейчас я вас приближу. Смотрите, только по кончикам. Видите, я работаю только с кончиками. Переход, следующее, только с кончиками. Вот она становится прям воздушной, пушистой. Мне не нужно здесь рваные. Я не хочу, чтобы они торчали. Я просто хочу, чтобы волос входил в волос. Поэтому работаю только с кончиком. Кстати, когда вы стрижете мужские стрижки, очень у многих ошибка, когда вы ножницы заводите глубоко. Вы думаете, вы сделаете, как бы порвете, сделаете мягко, ничего подобного. У вас короткий волос будет выталкивать длинный волос. И в итоге получается, что волосы у вашего клиента будут торчать. Поэтому вы идете в этом случае, особенно вот говоря о протушевке, только по краешку, только по кончику пряди. Вот у нас уже с вами такой вот шикарный вариант получился. И немножко мы, естественно, с вами доработаем у лица. Я вам сейчас поверну. Не стала сразу это делать, для того, чтобы вы это видели. Также берем наши уже прямые ножницы. Опускаем голову клиента вперед, для того, чтобы на нос все не летело, потому что там же может быть и челка короткая. И также мы с вами немножко облегчаем. После этого вы смотрите на ощупь, проверяете, смотрите и визуально тоже, достаточно ли вы доработали, проработали стрижку, нет ли где-нибудь тяжелых линий. Так, все, мы стрижку с вами закончили. Сейчас мы все сдуваем, для того, чтобы клиентка у вас не чесалась. Мы с вами второй раз не моем наших клиентов, женщин особенно. Мужчин, конечно же, моем дважды, а женщин нет. Поэтому очень хорошо сдувайте все из шеи, из волос, для того, чтобы не было дискомфорта. Я сейчас замолкаю, потому что включаю фен, вы меня не услышите.
Вот наша модель готова. Сейчас мы с вами со всех сторон на нее посмотрим. Сейчас я вас поднесу. Сейчас я вас переключу. Так. И вот она, наша модель. Я вам покажу этот цвет, который я сделала. Угу. И вот она вся наша стрижка. Катюш, покрути головой. Угу. Сделай, как ты ходишь, как ты носишь. Угу. Вот наша стрижка. Так как мы с вами раздуем все, да? Можете немножко опустить, лаком сделать, если вам это нравится. Катюш, а ты чуть-чуть раскидай себе, как ты ходишь, да? Угу. Вот так вот. Повернись нам затылком. Угу. Так. Вот так. Вот я вам показываю наш затылок поближе. Так, вот он у нас такой вот красивый. Вот давайте сбоку посмотрим. Видите, какая у нас красивая линия идет. Вот я вам показываю. Давайте с другой стороны посмотрим, чтобы это было видно. Также все у нас с вами идет очень мягенько, очень красивая линия. Ну вот, наверное, на этом мы с вами заканчиваем. Что-нибудь я вам еще потом придумаю, покажу. Так что подписывайтесь на меня, конечно же, не забывайте. Кнопочку волшебную вы все видели, спонсорство. Буду очень вам благодарна. Приходите ко мне на обучение, ручку поставлю. Пока-пока. Катюша, попрощайся. Спасибо. Спасибо.